Всем привет! Сегодня у нас замена тормозных колодок по инструкции, так как именно написано инженерами завода, которые придумали все-таки машину, а не так, как делают на большинстве автосервисов. Не в обиду, конечно, им, но многие все-таки этого не делают, как положено. Итак, приступим. Чтобы открутить тормозной суппорт, берем накидной или торцевой ключ на 14. Но в данном варианте надо еще придерживать направляющую рожковым ключом на 19, чтобы она не проворачивалась. После того, как откручены два болта, снимаем суппорт, аккуратно отводим его в бок и цепляем с помощью проволочки на пружину. Важно, чтобы шланг сильно не перегибался. Из-за ржавчины колодки могут выниматься с трудом, но им можно помочь отверткой или маленьким молоточком. Главное не упирать ничего об тормозной диск, чтобы не оставить на нем царапин и канавок. На внутренней колодке стоит две накладные пластины. Скорее всего, это для лучшей теплоизоляции цилиндра и тормозной жидкости. Главное потом не забыть поставить обратно вторую накладную пластину на внутреннюю колодку. С помощью плоской отвертки снимаем фиксаторы колодок. Они должны легко выниматься. Главное аккуратно это делать, так как они легко гнутся, можно случайно сломать их. Теперь берем щетку по металлу и тщательно очищаем скобу суппорта от ржавчины и грязи в местах, где стояли фиксаторы. Чистить надо так, чтобы не повредить резиновые пыльники на направляющей. Кстати, если на пыльниках трещины или они порваны, их обязательно надо заменить на новые. Заодно я решил почистить от ржавчины и сами фиксаторы колодок. После чистки ставим фиксаторы обратно на место. Тут может помочь плоская отвертка, чтобы подогнуть крепление этих фиксаторов на свои места, так чтобы они не касались тормозного диска. Кстати, надо было еще смазать медной смазкой под этими фиксаторами, но я забыл, честно признаюсь. Можно сразу попробовать поставить колодки, они должны теперь легко стать на свои места. Если становятся очень туго или вообще не становятся, значит плохо почистили скобу суппорта или просто неправильные колодки. Для смазки обратной стороны колодок и прокладок я использовал медную смазку с дисульфидом молибдена. Она рассчитана на очень большую температуру нагрева. Я размазывал смазку по всей обратной стороне колодки, хотя можно было просто смазать прокладки с двух сторон. Но хорошая мысля приходит опосля. Но думаю, хуже от этого не будет, разве что на пару грамм больше смазки использую. Также смазываем края колодки, которыми она становится в те самые фиксаторы на скобе суппорта. Затем цепляем прокладку и устанавливаем внешнюю колодку на место. Внутреннюю колодку смазываем таким же образом, в тех же местах.
Затем берем вторую прокладку и смазываем с внутренней стороны так, чтобы между этими прокладками тоже была смазка. Ставим на место вторую колодку. Только надо следить, чтобы не запачкать смазкой рабочую поверхность колодки и тормозной диск. Я делаю для себя, а не для чужого дяди, поэтому я решил заново смазать все, что должно быть смазано. Не обязательно ждать, пока направляющий заклинит. Профилактика болезни лучше лечения самой болезни. Итак, вынимаем направляющий, отогнув немного край пыльника. Вытираем всю старую смазку с направляющей. Так как разные смазки смешивать нежелательно, я решил вычистить всю старую смазку в самой скобе с помощью карандаша и тряпочки. Чтобы достать всю смазку, пришлось раз 5 менять тряпочку на карандаше для каждой направляющей. Новую смазку не надо туда пихать килограммами, хватит буквально 2 грамм внутрь и немного размазать по поверхности направляющего. От этой смазки не разбухают резиновые пыльники и уплотнители. После установки направляющих обратно, обязательно надо проверить, чтобы они двигались легко. Если направляющая задвигается не до конца, значит напихали много смазки. Если болтается из стороны в сторону, значит мало смазки. Лучше сделать как положено, чтобы потом колодки работали правильно и суппорт не тарабанил на ямах. Смазать тормозной цилиндр – это вообще святое дело. Немного отогнув пыльник на поршне отверткой, засовываем туда шприц без иглы и, двигая по кругу, наносим, смазку закладываем в разумном количестве, буквально несколько грамм. Чтобы выдвинутый поршень не мешал установке суппорта на место, его надо вдавить обратно. Для этого я взял струбцину и старую колодку. Некоторые руками вдавливают, но это тяжело и непрактично. Колодка нужна, чтобы давление на поршень было одинаковое по всей площади. Вдавливать поршень нужно не спеша. Также можно снять крышку с бачка тормозной жидкости, чтобы было легче. Не будет лишним почистить суппорты внутри.
И опять же, нужно быть аккуратнее с пыльником на поршне. Чтобы не мазать всю обратную поверхность пластин на колодках, я решил смазать только места соприкосновения суппорта и цилиндра с колодками, так сказать, для экономии средств. По кругу поршня небольшим слоем смазываем, и так же самое делаем на противоположной стороне суппорта. Смазка исключит нежелательные скрипы, слегка защитит эти места от коррозии и чуть-чуть снизит теплообмен с колодками. Обратно установить суппорт не составляет каких-либо трудностей. Можно еще смазать резьбу крепежных болтов, чтобы они не прикипали и в будущем нормально откручивались. Закручивать надо также при помощи двух ключей. Одним держим направляющую, другим закручиваем болт. Обязательно прокачайте пару раз педаль тормоза, чтобы колодки стали на положенное им место, и чтобы вы в первую поездку не протаранили чей-то забор. Помните, что тормоза — это самая важная и ответственная система автомобиля, поэтому ее всегда нужно содержать в полном порядке. А вам спасибо за просмотр, ставьте лайки или дизлайки, всегда буду рад конструктивной критике или полезным советам. Ну и конечно же подписывайтесь на мой канал в YouTube.